Вы знаете, я не знаю, как господин Обама, я не знаю, как премьер-министр Великобритании, но я хочу заступиться за нашего президента, господина Януковича Виктора Федоровича. Вот он сам из нашего региона, из города, который называется Янакиево, из одной части Украины, которая очень индустриально не могу сказать, развинута в украинскую мову. Так. Но я хочу сказать, что он тоже входит в часть мирового заговора. Но нам так не кажется. Я не думаю, что им кто-то управляет, потому что человек абсолютно независимый. Или мировой заговор и его накрыл тоже. Well, anyone who is in a position of power within the control system, and by being a president you are in that structure, is governed by that structure. You don't have to be doing it in awareness. Most people who are in positions of power are not in awareness of how the power structure works, but they are still controlled and dictated by it to a very, very large extent. I mean, I understand that the president, for instance, is keen on Ukraine joining the European Union. For whatever reason he may be keen on it, that would be the end of the Ukraine as an independent country. So what his motivations are, people can discuss, but the fact that he's has designs to take Ukraine into the European Union will be a disaster for this country, as it's a disaster for my own. Быть в системе контроля, в этой системе власти и быть от нее свободной невозможно. Вы неизбежно ей подчиняетесь и являетесь частью этого механизма управления, и это очевидно. Но это не обязательно значит, что это управление, это ваша зависимость от этой системы контроля совершенно осознанно. Возможно, люди совершенно неосознанно проводят некую волю, даже не вполне этого осознавая. В этом смысле, допустим, желание господина Януковича вступить, чтобы Украина вступила в Евросоюз обязательно, тут мотивация может быть какая угодно, но в конце концов такого рода вступление послужило бы глобальной повестке дня, и это и стало бы концом независимости Украины. Украинская независимость закончится так сразу, как только Украина вступит в Евросоюз. Это будет катастрофа абсолютная для украинской независимости, как это стало катастрофой для британской независимости в моей стране. The point being that for the few to increase their power over the many, they have to constantly centralize decision making. And this is what the European Union was designed to be from the start. We had a situation once where we were in tribes, and the tribes decided what the tribes would do. The tribes, lots of tribes then came together under what we call nations, and now a central point is dictating to all the other previous tribes. Now in the European Union, we're pulling the nations together and being dictated to from a central point. And all the time, fewer and fewer and fewer people are dictating to more and more and more, and that's the idea. And whether Mr. Yanukovych is doing this because he's part of the manipulation, or whether he's doing it because he's been persuaded it's the best thing, either way it's going to be a disaster for Ukraine if they go ahead. На протяжении европейской истории мы продвигались от племен к народам, к нациям и так далее. А потом, в конце концов, нации решили объединиться, вот этот Европейский Союз, да, и так далее. С продвижением такого рода централизация становится все более сконцентрированной, да, она увеличивается, интенсифицируется. И по нарастающей на протяжении истории многовековой идет так, что все меньше и меньше людей контролируют все большее и большее количество людей. И в этом смысле, что касается независимости Украины и украинского вступления в ЕС, и воли президента Януковича вступления Украины в ЕС, то по любой причине, то ли из-за того, что он убежден
сам лично убежден и сам лично желает того, чтобы Украина вступила в ЕС, или потому что его так убедили или сманипулировали им таким образом. В любом случае, вступление в Евросоюз будет означать для независимости Украины абсолютная катастрофа. Силы зла.